Что же, друзья мои, всем привет, с вами как всегда Хавел. Сегодня с вами установим модификацию под названием 4К текстуры, но для определенных моментов. То есть это текстуры будут не полностью менять все текстуры в игре на 4К. Нет, ребята, но лишь только определенные. Надеюсь, что автор, соответственно, продолжит данную работу и заменит вскоре все текстуры, как листвы, деревьев и так далее. Но в данном модификации, то есть меняется. Есть, короче, по порядку. Можем с вами... Давайте вот так вот, наверное, по порядку сейчас все сделаем, чтобы не запутаться, и мне самому не запутаться. Есть два файлика. Nature Pack и Track Pack. Объясняю. Nature Pack — это меняет текстуры скал всех, все дороги, весь грунт, всю грязь и весь снег. И только. Я лично сам проверил, да, действительно работает, текстуры становятся гораздо лучше, не мутные, не какие-то там все заляпанные, которые есть по стандарту, а действительно прям увеличиваются, и прям приятно играть. И второй у нас идет трак-пак, который весит почти 20 гигабайтов. В моем случае этот мод мне не подходит. Объясняю почему. Потому что вышел 16 сезон, и, соответственно, текстур траков, ну, грузовиков из 16 сезона мне не подходит от слова совсем. То есть, либо ждать, пока автор его обновит, ну, либо я, понимаете, я вообще не играю, то есть на стандартных машинах. Мне этот мод абсолютно бесполезен, то есть он мне не нужен. То есть мне нужен был именно вот Nature Pack, который я поставил, он работает, который увеличивает скалы, дороги, грязь там и так далее. То есть при включении ультра настроек текстур в игре. То есть у меня по факту стоит разрешение 2560 на 1440. И вот с модом вот с этим модом и включенная настройка на ультра текстуры, полет просто потрясающий. То есть, к примеру, давайте открою даже вот этот пример игровой. Я сейчас все посмотрел, действительно все работает. Вот одна и та же скала, то есть слева можете наблюдать. Вот здесь это по стандарту, включенные ультра настройки, да, текстур. И вот справа как это стало. То есть по факту автор, скорее всего, просто прогнал через искусственный интеллект и правильно сделал. То есть лучше и не надо было. Идем дальше. Вот та самая дорога, которая сейчас есть в Вашингтоне. Я проверю, она действительно вот такая вот. А до она была вот такой слева. Это действительно и очень приятно играется. Идем дальше. Опять же дорога, опять же пример. Здесь более все четко видно. Здесь мыло. И можете наблюдать вот слева. Видите все вот эти лесенки. И в ужасном состоянии находится. И справа как это стало. Следующее. Здесь вообще можем отчетливо хорошо видеть. Монтана. Здесь все четко видно. Идеально. Опять же слева все размыто. И так далее. Ну это вы все можете посмотреть сами. То есть архив. Вот этот вот, чтобы не качать вам с Nexus мода, потому что просто так этот архив, вероятнее, не получилось у меня скачать. Сами знаете, да, почему? То есть при включенной определенной настройке. То есть данный мод, то есть я просто залью на Google диск, а вы его скачаете в описании. Вот и все. Также сейчас дальше покажу установку. Это важно, ничего не напутайте. Кто хочет, качайте тракпак. Ребята, я не запрещаю вам. То есть вам никто ничего не может запретить по факту. Вы его можете скачать, поставить. Те, кто играет на грузовик, установка будет практически идентичная. Просто заменить файлы. Ванильные. Там, по факту это одни и те же файлы, просто улучшенные и так далее. Но покажу вот только Nature Pack. Установку именно вот этого. Работает, сразу отвечаю на вопрос, чтобы вы его не задавали, на лицензии и на зеленом магазине. То есть работает и на той версии. То есть как на лицензии вы можете открыть от Steam корневую папку, да, вот сейчас покажу принцип, как это все работает. Так, заходим. Это у нас установка SnowRunner. Вам нужен preload, пак, клиент. Запомнили? Отмотайте назад и посмотрите. Перебегаем. Значит, открываем вот сам мод, который будет в архиве. В описании. Вы его откроете, у вас будет вот так. У вас будет вот здесь две папочки. И сама, это корень установленной игры, он у вас должен быть и на лицензии, так. И на, соответственно, пиратке, да? То есть, вот, preload, вот у вас будет так. Preload, пак, клиент, еще раз. Спускаетесь чуть ниже. Начнем по порядку с первого. Вот, Mine Menu Textures. Ищите здесь. Вот он, Mine Menu Textures. Открываете его, он у вас открылся, вот архив. Вот Textures, видите, открываю Textures. Textures, PKT. И вот они пошли именно PKT-шные такие же файлы. Абсолютно идентичные. просто улучшенные. Здесь также ПКТ. То
Вот здесь гораздо больше. Здесь просто дохрена. Ну, все игровое, да, а здесь, соответственно, мало. То есть, надеюсь, что автор... Да, но это просто хороший мод. Не надо ждать разработчиков, которые, как вы сами знаете, от них ни хрена ничего не дождешься. Кстати, очень разочарован их ней роудкрафтовской игрой, но это вообще отдельная тема для разговора. Я планирую, если успею, выпустить отдельный ролик о том, что какие разработчики, кстати, хитрые, что невозможно вернуть игру в Epic Games. То есть, соответственно, да, если там больше 2 часов наиграли, я не знал об этом. То есть это вообще отдельная тема для разговора. Игра Roadcraft по-прежнему ужасная, и вообще не рекомендую ее покупать. Уж тем более в Epic Games. Так, вы просто берете, выделяете все вот из мода. Просто перемещаете сюда и все. Ждете, пока заменится. Все, и закрываете. Это, в принципе, все. Заменили вот здесь, возвращайтесь назад. Открывайте шейдеры, текстур пак, да? Вот здесь, ладно. Вот этот архивчик вы закрываете, вы поменяли Mine меню. Спускайтесь чуть ниже. Вот он, Shared текстуры пак. Открывайте его, здесь текстуры ПКТ одно и то же. Здесь точно так же у вас откроется. Это не то. Это я случайно нажал. То же самое. Все выделяете абсолютно. Перемещаете, заменяете, ждете, пока заменится, все. Заходите в игру и проверяйте. То есть на вот этом тракпак будет принцип такой же. Только там вам, по-моему, те же даже самые два файла. Вот сейчас можем даже при вас и посмотреть. То есть, да, вот он тракпак. Контент текстуры ПКТ. Вот, который, если вы вдруг захотите, да. Вот он будет текстуры ПКТ. Откроете. О, вам по факту нужно будет только одну заменить. Вот, откроете. Mine текстуры пак. Текстур ПКТ. Тракпак. Все. То есть мы его даже можем здесь отыскать. Если... Да, он здесь же. Он находится... Это для Mine меню текстур, по-моему. Он находится вот здесь. Текстуры ПКТ. Он, по-моему, даже, да, вот здесь же и находится. Вот трак Резвани, трак Плат, там и так далее. Вот, если кто-то из вас скачает вот этот вот на 20 гигабайтов, в Mine меню идете вот сюда и также его меняете. Вот и вся установка, ребят. Абсолютно легко. Также заходите в игру и проверяйте. То есть я выложу 2 фотографии. 2. С увеличенными текстурами. Это при 2560. При разрешении 2560 на 1040 и 4К с включенными ультра настройками. Но это будет в официальном телеграм-канале. То есть не в закрытом клубе, а в официальном телеграм-канале. Чтобы те, кто просто будет переходить, посмотрели разницу. Те, кто играет на 4К и на 2К. Что мне частенько пишут в личку такую, что почему не 4К? Потому что не у всех есть возможность там из ребят играть на 4К. Кто-то вообще сидит еще на GTX 1060. И я их прекрасно понимаю, о чем они говорят. Поэтому картинки вы можете посмотреть, потому что здесь автор, скорее всего, не сделал. Он просто сделал сравнение. То есть, итак, напоминаю. Архив будет в самом описании. Вы его заходите туда. Ну, то есть, под ссылку в ролик, да. Под роликом в описании скачивайте архив. Скачивайте и погнали. То есть, действительно, ребята, правда, это просто потрясающий мод. Надеюсь, что автор услышит и продолжит менять все. Деревья, листва, трава, небо, самое главное. Все... вот это вот небо, да, текстурки, облаков и так далее, чтобы было вообще все заменено, текстуры зданий, самое важное. Вот это надо тоже все апскейлить, потому что от разработчиков нечего толку, ребята, ждать. Поэтому спасибо большое, что подписались, да, ставите лайки и так далее. С вами был Хавел, ребятки. Пока-пока.